Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас четверг, 16 марта, выпуск промежуточный. Я хочу вам напомнить, что в комментариях к нашему вчерашнему ролику вы можете, до сих пор можете еще оставить свои вопросы. Э, и, соответственно, завтра, в пятницу, 17 марта, я дам ответы на самые популярные вопросы. Перед тем, как писать вопрос, пишите слово «вопрос» или ставьте знак вопроса, чтобы на ваш комментарий мог обратить внимание я, и чтобы могли обратить внимание наши уважаемые зрители и слушатели, которые читают комментарии, и чтобы они поставили лайк, если им понравится ваш вопрос. На самые популярные вопросы я отвечу завтра. Если ваш вопрос не попадает то есть случится так, что я не дам ответ на ваш вопрос, ничего страшного, у вас есть возможность подписаться в Patreon, и в Патреоне я отвечаю практически на все вопросы. Ссылка на Patreon у нас в описании к этому, ко вчерашнему ролику, к этому ролику, ко всем роликам. Ссылки в описании есть наш Patreon. Подписывайтесь, поддерживайте, и мы будем поддерживать вас взаимно. Так, теперь перейдем к сегодняшним событиям. Давайте отметим неунывающий идиотизм нынешней российской власти. И, мы с вами прекрасно знаем, да, что в молодежной культуре сейчас популярны многие блогеры, они являются своеобразными идолами, своеобразными, даже не идолами, как это правильно сказать, кумирами, да, кумирами современной молодежи. Многие равняются, подписаны на Инстаграм, на все соцсети нынешних лидеров. Это даже не общественного мнения, это люди, которые пропагандируют определенный образ жизни, которые показывают, как они живут, для того, чтобы, видимо, для того, чтобы кто-то на них равнялся. Есть там мегапопулярные блогеры в России, на которых власть почему-то ополчилась. Видимо, хотят настроить против себя молодежь. Мы знаем уже пример, да, и не один, самый яркий пример — это молдавский блогер Никоглай, которого российские власти поддали жесточайшим репрессиям, издевались, и он был заключен в СИЗО, над ним издевались, избивали его, проводили над ним насильственные действия, в том числе и сексуального характера. Это просто ужас, настоящие пытки. В конечном итоге они его выпустили, депортировали в Молдавию, насколько если мне память не изменяет. Прибыв в Молдавию, этот молодой человек поступил абсолютно понятно и адекватно в его ситуации. Он ополчился на российскую власть, а лучший, по его мнению, способ противостоять нынешней российской власти — это помочь украинской армии. И этот парень, насколько я понимаю, выделил там, по-моему, даже более чем $100 000. Современные блогеры довольно богатые люди. Выделил около $100 000 на покупку техники это, по-моему, он купил беспилотные летательные аппараты для украинской армии. Но я скажу, что таким образом, конечно, российская власть делает все возможное, чтобы ополчить против себя молодое население. Надо сказать, что блогеры Никоглая, основная публика — это, конечно, россияне, российские молодые люди. И сейчас российские власти ополчились на других блогеров. Эти блогеры более интересны, чем Никоглай. Я имею в виду, интересны для молодой аудитории. У Никоглая чуть меньше, по-моему, подписчиков. А вот супруги, там, фитнес-блогеры, которые проповедуют, как я понимаю, здоровый образ жизни и вообще какие-то такие свои... я не буду комментировать, какие ценности. Давайте оставим это за кадром, это пусть каждый решает. Но у этих людей более 10 миллионов подписчиков, муж и жена. И сейчас правоохранительные органы России предъявили им претензии, там чуть больше, чем на 130 миллионов рублей. Неуплате налогов, там отмывание 130 миллионов рублей и неуплата налогов на 300 миллионов рублей. Сегодня там суд лишил возможности этих ребят заниматься их прямой деятельностью, запретил работать в интернете, и это, конечно, серьезный удар. Таким темпом российские власти против себя настроят очень быстро молодую аудиторию в Российской Федерации. Молодые люди, возможно, не столь
горячи в поддержке так называемой специальной военной операции, как люди старшего и пожилого возраста, но эти люди могут, могут стать на сторону тех сил, которые противостоят российской власти, и опять-таки начать помогать украинским вооруженным силам. Представьте, колоссальные объемы, просто колоссальные объемы денег крутятся в благосфере. Колоссальные. Это, ну, даже по примерным оценкам, миллиарды и миллиарды рублей. Что если часть этих денег перейдет в спонсирование вооруженных сил Украины? Я скажу, западная помощь будет отдыхать в таком случае. Да, мы понимаем, что так, плюс к этому надо понимать, что эти люди, которые влияют на молодое поколение, могут призвать к совершенно другим действиям, могут призвать противостоять нынешним российским властям. Почему-то российские власти думают, что если блогеры находятся в России, на них можно как-то влиять, то эти люди не успеют кинуть клич. Поверьте, как только ситуация зашатается, как только умудренные примером нынешних, да, репрессий, молодежь не захочет находиться и дальше под путинским режимом. Вот только закачается эта власть, первый клич поддержат практически все блогеры, которых гнобят, поддержат те, которые не хотят, чтобы их гнобили, но я уверен, что поддержит молодежь. Режим сам копает себе яму. Я уже говорил об этом неоднократно. И триггеры, все триггеры, которые будут способствовать разрушению этого режима, будут исключительно исходить от нынешней власти. Так, давайте теперь к другим темам перейдем. Ну, вот мы и получили фактически, еще раз подчеркиваю, фактически согласование Турции заявки на вступление в НАТО со стороны Финляндии. Путин боролся против того, ну якобы, да, я декларировал борьбу с приближением НАТО к границам Российской Федерации. Получил не просто приближение НАТО. Мы помним с вами эти прекрасные ультиматумы Владимира Путина в конце 2021 года, в начале 2022 года, о том, что отходите на границы 1997 года НАТО, иначе будет большая беда. Большая беда случилась, но большая беда случилась с Владимиром Путиным, я имею в виду беда душевная, а вот беда реальная, беда физическая случилась, конечно, с гражданами как Украины, так и Российской Федерации, которые сейчас воюют. Война идет на территории Украины, поэтому, конечно, больше всего пострадали граждане Украины. Граждане России, находясь еще раз подчеркиваю, я говорю, я в этом искренен, граждане России находятся в заложниках у современного путинского режима. На войне гибнут огромное количество людей. Я искренне соболезную, искренне сочувствую украинцам. Акт агрессии был совершен против них. И, конечно, все симпатии и душевные переживания на их стороне. Но надо также понимать, что очень многие из тех, кто сейчас оказался на фронте, я имею в виду в войсках российских нынешних, попали туда не по своей воле. По мобилизации. Я понимаю, что можно было противостоять и так далее, и так далее, и так далее. Поверьте, большинство из этих людей гибнет, не сделав ни одного выстрела и не сделав ничего, что могло бы быть расценено как... давайте я хочу просто более мягкие формулировки сделать. Я не хочу оправдывать этих людей. Я не хочу оправдывать, я просто констатирую факты. Хочу сказать однозначно, что большинство людей, большинство российских военных гибнет, так и не сделав практически ни одного выстрела. Так и... Причем многие не делают это сознательно. Многие предпочитают смерть. Это действительно так. Это надо смотреть правде в глаза и говорить об этом в том числе. Многие предпочитают смерть возможным преступлением. Оказавшись, на мой взгляд, да, я согласен, что это глупо. Я согласен, что можно было не идти, я согласен, что можно было отказаться, я согласен, что можно было оказаться в крайнем случае в тюрьме, но никак не на фронте, и не терять жизнь, и не угрожать жизням других людей. Я это также понимаю. Но надо понимать, что население России находится в заложниках, как поведут себя, как бы повел себя каждый из наших, и не только наших зрителей и слушателей, каждый человек, находясь в той или иной ситуации. Я хочу, чтобы вы просто понимали, что это очень сложный выбор, очень сложный. И
я понимаю, что выбор есть всегда, и каждый человек делает выбор самостоятельно. Но всех тоже грести под одну гребенку нельзя. Граждане России, подчеркну еще раз, находятся в заложниках у нынешнего путинского режима. Так, поэтому еще раз вернемся к нашей теме. НАТО приблизилось вплотную. Плевать хотели страны НАТО на все ультиматумы Владимира Путина. Но уверен, что скоро и российское население проснется, по крайней мере гражданское общество, и окажет достойное сопротивление нынешнему режиму. Так, ну и Швеция, которая тоже подала заявку на НАТО. В НАТО, извиняюсь, Турция пока не утверждает эту заявку, но вот Швеция занялась тем, что отправляет чем дальше, тем больше вооружений. Согласовали в Швеции сегодня отправить 8 самоходных артиллерийских установок. И это одни из самых лучших в мире установок артиллерийских систем натовского калибра. Дальность стрельбы до 60 километров. Также это не конец, и будет всего много. Как идет наступление на фронте российских войск, вы знаете прекрасно, никак. Наступление фактически заканчивается. Иссякло, истощилось. То большое наступление, которое анонсировали российские власти на протяжении довольно долгого времени, фактически закончилось. Ничем. Бахмут так и не взяли, про Угледар и речи нет, про Авдеевку, про Бахмут, даже про Бахмут пока никакой, для того, чтобы полностью захватить Бахмут, извините, и речи пока нет. Пока на сегодняшний день можно опять-таки зафиксировать: большое наступление иссякло. Все, его фактически нет. Так, мы с вами уже 12 минут в эфире. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, мы работаем для вас. Вы это прекрасно знаете, я в этом уверен. Ставьте лайки к нашим видео, разделитесь нашей информацией в соцсетях, и будет нам всем победа. Большое спасибо, что были со мной. Всего доброго. До свидания.